Новости лыжного спорта. Приветствую всех! В сегодняшнем выпуске вы узнаете, куда был приглашен Александр Большунов на съемки, что Александр Большунов думает о досрочном завершении сезона, кто из норвежцев поздравил Александра Большунова с победой в Кубке мира, что думает Елена Вяльбе о желании некоторых лыжников перейти в биатлон. Итак, российский лыжник Александр Большунов станет гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись программы пройдет 19 марта. Александр Большунов в интервью РИА Спорт рассказал о том, как для него сложился сезон, в котором он стал обладателем большого хрустального глобуса. Кубковый сезон в лыжах завершился досрочно, этапы в Северной Америке были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Эмоций нет никаких, был долгий перелет. Соревнования должны были пройти, но их просто не было. Просто оборвали праздник. Не дали попраздновать. Тем более кубка нет, придется биться в следующем году еще за один. Что почувствовали, когда норвежцы отказались от североамериканских этапов? Спросил корреспондент. Когда я об этом узнал, то очень сильно расстроился, так как это мои главные соперники. Это те люди, которые должны были приехать на мой праздник, но они взяли и оборвали все. Не давило ли то, что у России почти уже 30 лет не было большого глобуса? Спросил корреспондент. Нет, у меня даже не было этого в голове. Я настраивался на гонки, главное было показать результат в каждой гонке. Для меня важно идти вперед, а не победить в одном турнире, а потом закончить со спортом. Какую работу вы проделали перед этим сезоном? Спросил корреспондент. Если честно, у меня такой мотивации, такого желания выиграть, как мне кажется, не было до этого. Первый старт я реально готовился с первой до последней гонки, чтобы показать хороший результат. И я рад, что все сработало. Вы сейчас лучший лыжник мира, король. Чувствуете это? Спросил корреспондент. Я еще не король. Есть цели, которые еще не достигнуты. И дальше такие планы, чтобы подготовиться и взять те вершины, которых еще нет в моей коллекции. Также Александр Большунов в интервью ТАСС рассказал об отношениях с норвежскими спортсменами. Несмотря на отсутствие эмоций от победы, есть ли радость от того, что наконец-то уделали Йоханнеса Клеба? Спросил корреспондент. Уделал? Я бы так не сказал, поскольку в спринте он все же пока лучший. Я чуть получше на дистанции, так что идем с ним параллельно. В итоге Клеба поздравил с победой. Или кто-то из норвежцев? Спросил корреспондент. Между прочим, поздравил только Шуррёте. Прислал СМС. А что касается Клеба, то последний раз мы с ним виделись после гонки на 50 километров. То есть особо не контактируете между собой? Спросил корреспондент. После Канады мы собирались провести совместный сбор, вместе покататься, потренироваться. Но похоже, в этом году из-за этого коронавируса не получится. В следующем сезоне с Клеба будете бороться из-за медали чемпионата мира. Теперь от вас будут ждать только золото, которое должно стать первым в карьере, утвердительно сказал корреспондент. Для того, чтобы выиграть золото, нужно еще хорошо потренироваться и сделать определенные выводы после этого сезона. Сделать так, чтобы к следующему сезону подняться хотя бы на полступеньки. Английский, кстати, подучили? Спросил корреспондент. Учу его только во время общения с кем-то. Специально нет, хотя надо. Интересно поговорить с теми же соперниками, пообщаться. К другим новостям. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью ТАСС рассказала о сотрудничестве со сборной по биатлону. Никому не предлагаю уходить в биатлон ни сейчас, ни потом. Лыжные гонки гораздо лучше. Я никого не предлагаю, не сватаю, у каждого своя судьба и своя голова, пусть сами решают, чего они хотят. Но за наших биатлонистов мы тоже болеем. СБР к нам единственный раз обращался, чтобы лыжи помогли сделать, не вопрос. Плюс у нас есть один тренер, который пишет план для биатлонистов и тренирует биатлонистов. Но я эту практику не приветствую, потому что каждый должен заниматься своим делом. Я уверена, что не на 100% тренер по лыжам, если он не работает с тренером по стрельбе, может понимать, идет ли он правильным путем. У них своя специфика. На этом на сегодня все. Следите за дайджестом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч!